Выход шестого сезона Ривердейла, в котором мы видим кроссовер с Сабриной, совсем скоро. Я уже делал разбор тизера, где мне удалось найти много деталей. Теперь же можем лицезреть полноценный трейлер. Трейлер начинается со слов Бетти о том, что Кевин нашел что-то в лесу. Kev found something in the woods. В этот момент нам показывают куклы, возможно, о предназначении которых я говорил в разборе тизера. Как я уже говорил, скорее всего, куклы имеют связь с душой, с помощью этого и будет снято проклятие. Однако, некоторые предполагают, что с помощью этих кукол Шерил может контролировать людей в Ривердейле, и с помощью этого захватит город. И это чем-то похоже на сюжет комикса Блоссома 666, в котором брат Шерил жив. Вот так звучит его краткий сюжет. Одному из братьев Блоссом суждено стать антихристом. Юные соперники жаждут этого звания, и потому весь Ривердейл теперь в опасности. Блоссомы переносят свое противостояние на новый, поистине инфернальный уровень и устраивают соревнования, чтобы выявить, кто из них достоин возглавить ад. Их одноклассница Бетти Купер начинает подозревать неладное и становится главной целью близнецов. А тем временем в городке появляется загадочный незнакомец, чьи откровения перевернут жизни Шерил и Джейсона с ног на голову. Пятый сезон закончился тем, что Херм оставил бомбу под кроватью Арчи, где также была Бетти. Для нас как бы должно было быть загадкой, что с ними произойдет. Однако в начале трейлера мы слышали голос Бетти. Kev found something in the woods. Теперь же нам показывают Арчи. This is Cheryl. It's gotta be. В разборе тизера я говорил, что актер, сыгравший Хирема, покинул сериал. Возможно, эпизод снимался до этого решения, поэтому эту линию событий решили просто слить, показав нам, что Бетти Арчи в полном порядке. Тем более, что появление Сабрины заинтересовывает для просмотра куда больше, чем очевидный вопрос, а что же там с Бетти Арчи. We must return to the old ways. Мы видим схожие с тизером кадры, связанные с Шерил. Также она говорит: We must return to the old ways. мы должны вернуться к старым обычаям. Этот момент очень похож на то, что мы видели во втором сезоне Сабрины. Это и может быть тот старый обычай, о котором говорит Шерил. Праздник Луперкалий, который проходит в то же время, что и День Святого Валентина. Луперкалий – один из древнейших праздников плодородия, что очень кстати для Шерил. That's just how things roll in Rivervale. Джак, стоя возле знака у въезда в город, уже в своем новом образе, говорит фразу «Это нормальное течение вещей для Ривервейла». Может, он говорит о своем перевоплощении, о том, что переход с доброй стороны на злую – это норма для Ривердейла. А значит, нужно действовать методами тех, с кем ты сражаешься. И после этого Джак станет злодеем. Выезд из города является его границей. То, что Джак стоит возле него, может означать, что он еще не определился, на какой стороне находится. На столе у Бетти можно заметить фотографии, на которых, по всей видимости, запечатлены всяческие обряды Шерил. Также здесь куча книг, с помощью которых она пытается узнать, для чего они предназначены. В руках у нее конверт с одной из тех кукол, которая только что пришла с экспертизы, отчет о которой лежит рядом с фотографиями. На нем можно заметить надпись «Конфиденциально». Все это расследование также похоже на сюжет вышеописанного комикса, поэтому Бетти точно будет в опасности. Нам показывают Табиту, не совсем понятно, где она находится. Возможно, это школа Ривердейла. На ней форма, в которой она работает закусочной. Почему, не ясно. Возможно, она торопилась сюда приехать. There's something in there. Она проламывает дыру в стене и говорит, что там что-то есть. There's something in there. Также с ней был Джакхед. Мы не видим, в каком он сейчас образе, и нам не показывают, что за стеной. Но можно предположить, что это вещь, которую нам покажут дальше в трейлере. He claimed to be the devil. Вероника рассказывает Реджи о неком человеке, который утверждал, что он дьявол. Реджи в ответ говорит, что тот парень действительно дьявол. That guy is the devil. Вот только откуда ему это знать наверняка? Может, таким образом Реджи просто хотел сравнить его с дьяволом? Этот парень настолько плохой, что мог бы быть дьяволом. Но кем бы он ни был, он скорее всего и есть тот загадочный незнакомец, чьи откровения перевернут жизнь Шерил с ног на голову. Сейчас мы можем наблюдать вещь, которую могла найти Табита и Джакхед за стеной. Только вот сейчас она находится в другом месте. Скорее всего, это что-то артефакт. В третьем сезоне приключений Сабрины она приезжала в Ривердейл за определенным артефактом, который мог быть не единственным в этом городе. Ривердейл – большое, стрёмное место. Артефакт находится на столе, где можно заметить помаду и духи. В трейлере мы увидели, как красится Вероника. Поэтому этот стол ее, а значит и артефакт сейчас у нее. Или все же нет. Давайте разберемся с человеком, который называет себя дьяволом. The devil. That guy. Когда нам показывают его крупным планом, стоит обратить внимание на задний фон. Там проходит какое-то представление с огнем. Стоящие сзади люди хлопают. На кадре с Реджи также можно заметить, как кто-то хлопает. Похоже, этот человек очень любит устраивать шоу. Но делает ли он это без помощи посторонних сил? Давайте вернемся к Веронике. Мы можем заметить, как она собирается перед выступлением, и само выступление в здании, которое очень похоже на то, где мы видели того человека. После этого Вероника сидит у себя дома и будто что-то осознает. Может, все это время она была под контролем того парня? Это очень злит Веронику, и она идет к Реджи, чтобы кинуть в него вазу.
Сразу же после этого нам показывают Джакхеда в новом образе, который неодобрительно качает головой, как бы ломать четвертую стену, говоря, что Вероника это зря, нужно было играть по правилам. А контролировать ее он мог с помощью того артефакта. Я говорю, что Джакхед станет злодеем, но похоже это будет его неосознанный выбор. И после этого Джакхед станет злодеем. Но как всегда это будет план в его стиле, то есть он сделает это только чтобы свергнуть Веронику. Или он попытается перекрыть не Веронику, а того самого человека, который называет себя дьяволом. Здесь мы видим Джакхеда в подавленном состоянии. Видимо сейчас и произошло то, что могло бы подтолкнуть его перейти на сторону зла. И в этот же момент пришел тот человек и подчинил себе Джакхеда. Тони идет по школе за женщиной-призраком, говоря ей: «Я знаю, кто ты». Но зачем говорить призраку, кто он? Возможно, в сериале мы увидим аналог истории безобразной невесты. Безобразная невеста, увлечив своего жениха в измене, решила покинуть этот мир. Женщину похоронили, а спустя некоторое время она начала преследовать своего бывшего мужа с целью отомстить. Тони могла узнать, кем была эта женщина, и обращаясь к ней, она имеет в виду: «Я знаю твое настоящее имя и твою историю». Бетти говорит Арчи, что больше всего она хочет от него ребенка. И знаете, сценарист сериала однажды сказал, что ему кажется, Ривердейл закончится, когда у Арчи появится ребенок. Ну а мне кажется, что это не развитие отношений Арчи и Бетти, а часть плана Шерил. Бетти может понадобиться для какого-то обряда, для какого можете предположить в комментариях. Арчи кричит Шерил, не рань ее. Наверняка он говорит именно о Бетти, в то время как сейчас проходит какой-то обряд. В конце трейлера нам показывают встречу Шерил с Сабрина. Выглядит все как будто они уже знакомы. Шерил произносит фразу: «Смотрите, что черная кошка притащила». В оригинальной фразе цвет кошки не уточняется, поэтому это точная отсылка на кота Сабрины, Салима. Конечно, не стоит переводить эту фразу дословно, ведь она является идиомой. «Смотрите, кто к нам пришел». Эта фраза обычно подразумевает, что входящий человек чем-то неприятен. Однако люди могут также использовать это в шутливой манере, а не для грубости. Это снова может подтверждать, что Шерил и Сабрина уже знакомы. Но когда они успели познакомиться? Я уже говорил, что Сабрина приезжала в Ривердейл, но не уточнил, что артефакт, который она искала, был спрятан в кленовых рощах Шерил. Потом Блоссом, вот самый сок, привез корону в свой родной город. Артефактом была некая корона, последним владельцем которой был предок Шерил. Когда корону забрали, Блоссом попытался ее вернуть, но ему это не удалось. А после этого и корона была потеряна. Именно из-за этой истории Шерил может неодобрительно относиться к Сабрине. Надпись Ривердейл снова меняется, да и все в трейлере уже говорят Ривервейл. Можно было бы предположить, что так эти 5 эпизодов полностью отделяют от основных событий. Однако нам сказали, что все произошедшие события будут являться каноном. Поэтому смена названия города с Ривердейла на Ривервейл должна быть сюжетно обоснована. Как это произойдет, можете написать в комментарии. На этом все. Ставьте лайки, чтобы поддерживать видео, и подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, что вам удалось заметить до разбора, с чем вы согласны, а с чем нет.